Всем привет! Я сегодня второй день в Варшаве, вчера был суперкубок, но сегодня Легия играет с Брøndby. Матч не такой громкий, но фанаты Легии одни из самых известных в Европе своей активностью, поэтому атмосфера, думаю, будет даже круче, чем на суперкубке. Плюс сегодня День войска польского, национальный праздник, так что будет какой-то военный парад, что-то такое, покажу, поснимаю. Мне нравится заглядывать в соборы, любопытно, что там ждет внутри. Этот на Google Maps называется костел визиток. Сейчас посмотрим. Хотя когда-то Прагу разбомбили почти полностью, потом ее бережно восстановили, центральную часть. И сейчас тут достаточно приятно гулять. Занял лучшие места, чтобы снять для вас парад. Правда, попасть на них надо было преодолеть такой склон, но на что не пойдешь ради хорошего кадра. Начало парада где-то в другой части. Я тут пока вижу парашютистов. Такая огромная флаг большого. Ну это фиаско. Спустя 3,5 часа вот, наконец-то появились какие-то первые признаки парада. И вот как раз передо мной они все куда-то заворачивают. Оно того явно не стоило. Начало парада где-то там, а вот сюда они не заходят. Тут же скорые были, вот кому-то уже поплохело в ожидании парада. Ну какая-то техника, наверное, тут поедет. 13 sierpnia 2024 roku minister obrony narodowej podpisał umowę o zakup 96 sztuk śmigłowców. Техника полетела в вертолете. Решили показать все типы вертолетов, самолеты свои. Вот F-16 полетели. Войска все еще есть кавалерия в 20-х годах, собственно, в честь чего празднуется 15 августа. Поехала техника. Современные польские БТРы. Украинским флагом уже. Дуда сказал, что в связи с российской агрессией в Украину это напоминает, что единственной надежной опорой страны может быть сильная армия. Видимо, что-то зенитное. Техника самая разная. О, вот это, по идее, ПВО поехало. Залпового огня. Еще одни системы залпового огня. О, это, кстати, легендарный Хаймарс вроде поехал. Поляки нормально закупились. Но не просто так. 4% ВВП у них сейчас уходит на оборонку. По понятным причинам. В параде также принимают участие союзники из других стран НАТО. Вот британская техника, британские войска. За ними следуют американцы. Напоминание, что американская техника совсем рядом. Как вы думаете, к чему бы это? Танковая колонна абсолютно бесконечная. И это только то, что участвует в параде. Что уж говорить про глобальные запасы. На улице.
Внушительный был парад. 4% ВВП Польши сейчас тратится на армию, и это заметно. И это не просто так. Знаете, почему День войска польского 15 августа? Потому что это день чуда на Висле. Это битва 1920 года, когда Красная армия пыталась снести коммунизм на восток, но под Варшавой, в битве под Варшавой, поляки их остановили. И это было достаточно неожиданно, потому что у них силы были меньше, но расчет и тактика им удалось. И этим они напоминают, что они готовы к обороне. По 3,5 евро на набережной продаются такие лимонады с таким льдом, видимо, или что. Ну, такое. Кажется, можно было найти что-то интереснее. Варшавцы отдыхают прямо на набережной Вислы. За 2,50 полчаса на самокате. Мне кажется, набережная Варшавы, собственно, для этого и создана. Пора уже гнать на стадион. Вот после парада тяжелую технику грузят на траки и отправляют, ну нет, не туда, куда многим хотелось бы, а на места хранения. Вот уже виднеется стадион войска польского. Перед ним находится Легия Парк. То есть место, куда вы можете перед матчем прийти, отдохнуть, развлечься, перекусить. Тут собираются фанаты перед игрой. Вот, например, есть морской бой в таком интересном формате. Всякие другие, кстати, настольные развлечения. Вот Легии. Как вы думаете, кто это? Я думаю, что это медведь. В очереди за пивом, как перед любым футбольным мероприятием, впечатляют. Много фудтраков с самой разной едой. Надо бы чем-то подкрепиться. Я точно не буду брать пиццу. Ну, я из Италии все-таки приехал. Тут и греческое, и, видимо, что-то польское. В общем, сейчас что-то отведаю. Ну, люди так аппетитненько кушают. В фургоне с такой милой пандой. Всего-то за 8 евро мне выдали такую запеканку. Видимо, это что-то из местного с сыром и грибами. Ну, и Нести в комплекте. Так, гейт разделяет на два потока. Один поток на Заворотку, другой на центр. Я сегодня по центру. Тут сразу собирают, видимо, на фан-движение Легии, на их перформансы. Как бы люди активно жертвуют деньги. Потому что перформансы Легии, они известны во всей Европе своей масштабностью и крутостью. Интересная штука, специально, чтобы остужать разгоряченных фанатов летом. Символично, что я перед матчем был на военном параде, потому что Легия, это название происходит от легионер. Этот клуб основали военные польские легионеры. Потом это стало что-то вроде того, что у нас называлось СКА, спортивный клуб армии. Ну и сейчас вот они все еще хранят свои, так сказать, военные традиции. Стадион войска польского, 84-й стадион, который я посетил в 1930 году, он открыт. 32 тысячи человек вместимость. Справа фанатская часть Легии. Слева вот, достаточно немало приехало фанатов из Брандбю, из Дании. Ну, кстати, тоже говорят, что у них достаточно мощная фанатская база. Так, стрелка налево перечеркнута. Я не думаю, что это против измен, я думаю, что это против левых политических убеждений. Я думаю, с учетом военных традиций этого клуба, они достаточно правые. Вот фанаты Брандбю уже заявляют о своем присутствии.
придется еще приехать. Нравится брендинг. Посмотрите, например, в каких пакетах продают попкорн на стадионе. Это один из дизайнов любых стаканов Легии. Есть вот такой вот. После вмешательства ВАРа назначили пенальти, и Бранблю забивает первый. Это вообще топовый стакан для пива от Легии. Легия со Шахтова сравнивает 1-1. 1-1 к перерыву. После перерыва игроков тоже встречают стоя с гимном и шарфами. После матчевой разборки игроки максимально напряжены. Матч закончился 1-1, но это второй матч. Первый Легия выиграла 3-2, поэтому Легия проходит в Еврокубке дальше. И фанаты благодарят своих футболистов за этот позитивный тренинг. Центральный войсковый клуб «Спортовый». Но думаю, если бы в 1920-м не случилось чудо на Висле, возможно, это было бы ЦСКА Варшава. Фанаты Легии, конечно, невероятные. Они поддерживали клуб весь матч, не умолкая ни на секунду. Причем они начали еще до матча и продолжили после. И мне нравится эта магия стадионов. Вот еще 10 минут назад тут было невероятно атмосферно. Прошло 10 минут, все, стадион практически пуст. Остаются только фанаты Бранблю, которые будут сидеть еще минимум час, пока им разрешат выйти из сектора. Меню стадионного бара. Тут и хот-доги, и запеканка, и бургеры делают, какие-то колбаса. Ну, это, видимо, аналог хот-дога. Так, бутылочка воды, кристалличный зродло, около 2 евро. Всегда удивляюсь, это все толпа, чтобы спуститься на эту лестницу, где огромная очередь. В это время за моей спиной просто пустая лестница, буквально в 5 шагах. Все стоят туда. Я на всякий случай тоже там спущусь, мало ли, вдруг там что-то супер интересное. Но я думаю, что нет. Я прошел в заворотную часть Ультрас Легии. Вот такой вот тут красивый вид на Варшаву. Это была лестница не на выход, это была лестница в паркинг. Я не знаю почему, но все фанаты почему-то зашли туда, какое-то время там побыли, а потом вышли. Что там происходит, это загадка. Для меня, по крайней мере. Может, кто-то знает. Но любопытно, любопытно. Чуть не попался. Тут есть билет на 20 минут. И я купил в автомате, думал, это билет, думаю, как его компостировать. Или он, типа, может, сразу действует. А потом понял, что это был чек на билет, а сам билет надо пойти еще взять отдельно. Варшава – это новый Киев. Все говорят по-русски, по-украински. Миллион заведений такого типа, как в Украине было. Многие перебрались сюда. Приезжаю, когда в Варшаву, всегда вспоминаю какую-то жизнь в Украине. Видео из Варшавы было бы неполным без Дворца культуры и науки в кадре. Кстати, прошлое Варшавы и будущее Варшавы. Город развивается. Неприятный момент, что улетаю я из Вроцлава в Милан, а до Вроцлава еще доехать надо, буду ехать на Фликсбасе, а Фликсбас только через 3 часа. Надо сидеть ждать, а я бы уже с радостью лег поспать. Тяготы футбольного туризма. Я приехал не на какую-то там автостанцию, я приехал в дворец автобусовый. Кстати, примчался на самокате, причем по тому же пасу, что брал, чтобы доехать до стадиона. Всегда выгодно брать эти пасы. То есть там 30 минут было за эти 3 евро. Я 12 днем и 12 час откатал. Я уже во Вроцлаве. С учетом ажиотажа на полеты Польша-Милан из-за участия команды из Бергама в Суперкубке, лучший вылет был именно отсюда. Да, ехать было тяжело, но зато я еще встретился со старым другом и отлично провел время во Вроцлаве. Путь в Милан уже обыденность, так что на этом выпуск буду заканчивать.
Спасибо, что смотрели. До новых встреч.